Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, куда же девать волосы после стрижки. Очень важная и нужная информация, о которой многие люди спрашивают. И в этом видео мы постараемся ответить на этот вопрос. Вы знаете, наши предки относились к волосам очень бережно, так как понимали и знали, что именно в волосах заключена жизненная сила человека. Конечно же, на сегодня такие представления многими расцениваются как какое-то суеверие, но, однако, приметы, связанные со стрижкой драгоценной шевелюры, продолжают существовать и по сей день. Время от времени каждый человек вынужден прибегать к помощи парикмахера и ножниц для того, чтобы обрести приличный внешний вид. В связи с этим перед суеверными людьми встает вопрос о дальнейшей судьбе срезанных прядей. Ведь всем известно, что при попадании в чужие руки именно волосы могут послужить орудием для наведения порчи, а выброшенные на улицу стать причиной сильнейших даже головных болей. Так как же правильно утилизировать волосы без негативных последствий для своего здоровья и благополучия вашей жизни? Помните о том, что первая стрижка ребенка, которая проводится не раньше года, должна носить чисто символический характер. При этом от ножниц страдает единственная прядь на макушке, которая впоследствии должна бережно сохраняться родителями, а затем и самим владельцем. Этот первый локон прячется в укромном месте дома, лучше всего за иконой, и при необходимости до конца жизни служит хозяину оберегом от злых сил и болезней. Поэтому, если у вас в скором будущем будут внуки, дети, обязательно постарайтесь запомнить этот совет и использовать его себе во благо. Вы знаете, в остриженных волосах, даже когда вы пошли к парикмахеру или вы это сами сделали, хотя мы не рекомендуем самим стричься, сохраняется частичка жизненных сил человека. А потому на протяжении всей жизни, как правило, наши предки собирали в особый мешочек, который после смерти человека клали вместе с ним в гроб, помещая в изголовье покойника. Конечно же, в наше время никто не собирает волосы, и особенно если мы зайдем в парикмахерскую или в салон красоты, то никто вот так вот досконально ничего не делает. Просто есть веник, есть совок, да, и современными способами мы эти волосы все убирают. Однако мистически настроенные люди все же стараются не выбрасывать волосы свои куда попало. Дело в том, что если их подхватит ветер и, например, унесет в свое гнездо птичка или подберет еще хуже недобрый человек, то у человека могут появиться проблемы со здоровьем и другие неприятности, которые не сможем мы избежать. Поэтому люди, которые понимают и разбирают, что же из себя представляют волосы, какую энергетику они несут, как правило, собирают срезанные волосы и сжигают их в пламени костра, камина или печки. Ведь этот способ считается самой верной защитой от того, чтобы волосы не попали в чужие руки. Кроме того, огонь уже и сам уничтожает весь накопленный человеком негатив, прогоняя от него любые болезни и несчастья. Вы знаете, другим, не менее эффективным способом утилизации волос считается их утопление в проточной воде. Лучше всего, если бросить локоны в ручей или в речку, но за неимением водоема подойдет и канализация. Но здесь стоит учесть один немаловажный факт, что здесь
когда вы выбрасываете в канализацию, то вместе вот с любой информацией о человеке вода смывает и счастливую судьбу человека. Поэтому вам нужно подумать все-таки, что вам выбирать. Уничтожать волосы с помощью огня, который уничтожает все до нуля, и тем самым вы можете продолжать жизнь, не переживая и не беспокоясь о том, что что-то может произойти с вашими волосами. Или использовать метод утопления волос. Но опять же, ваши волосы также будут, проходя через воду, забирать будут определенную энергетику и нести определенную информацию в этот мир. Поэтому очень часто люди не понимают и не знают, как же правильно и лучше поступить. Также вы можете волосы и закопать в земле. Это также способ, когда вы можете избавиться от волос и при всем знать о том, что никто вам не сможет навредить с волосами. Также есть люди, которые стригут волосы для того, чтобы их продать. Вот здесь очень много моментов и нюансов, потому что многие люди не понимают, что с одной стороны, да, они волосы продают за какую-то определенную сумму денег. И, конечно же, вроде бы это хороший посыл, да, то есть мы получаем за это деньги. Но вы знаете, наши предки считали, что вот именно вот эта вот именно процедура, она не всегда хороша, потому что волосы могут попасть в руки нехорошего человека, и тем самым волосы могут привлечь к себе негативную энергетику человека и повлиять на жизнь, соответственно, негативно. Но есть такие люди, которые делают на волосах бизнес, именно продавая свои волосы специально, поэтому подумайте об этом, надо ли этим заниматься, потому что мы знаем даже нескольких людей, представительниц прекрасного пола, которые из-за того, что не имели денег в определенный период в жизни, решили продать свои волосы. И вроде бы все было бы хорошо, но в один момент жизнь перевернулась с ног на голову. Когда начали разбираться, оказалось, что человек просто продал волосы, и не просто продал волосы в парикмахерской или специализированной вот салоном, которые занимаются волосами, а девушка продала женщине, которую она первый раз видела. Да, она получила хорошую сумму денег на тот момент, но по те события, которые начали происходить, они просто перевернули ее жизнь. Ей пришлось не только изменить вот свою жизнь, но также переходить в другую страну и начать жить заново. Но та ошибка, которую она совершила, как видите, ей очень дорого стоила. Также обращаем ваше внимание, что будьте также внимательны и с волосами, если вы планируете волосы выбрасывать с бытовым мусором, потому что выброшенные волосы могут найти птички, например, и свить себе из них гнездо. В результате человека могут начинать мучить головные боли. Также ваши локоны могут подхватить с собой и ветер, из-за чего тоже велика вероятность появления головных болей. Поэтому будьте осторожны. Ну, а если мы говорим о том, что вы взяли волосы и выбросили, например, в мусорные баки, то знаете, что черные маги и начинающие колдуны также будут рады вот такому вот рабочему материалу. В результате на вас могут, например, наслать порчу, какое-то проклятие, свести с ума и принести в вашу жизнь много неприятных моментов и сюрпризов. Поэтому, чтобы этого не было, все-таки берегите свои волосы. Не стоит раздавать их везде и всюду. Если вы находитесь в парикмахерской, то постарайтесь эти волосы собрать. Если вы обращали внимание, парикмахер всегда подстриг человека и собрал волосы. Следующая стрижка. Так вот, парикмахер собрал волосы, вы мило извинились, улыбнулись и забрали эти волосы с собой. Ничего здесь ужасного и кошмарного нет. Кто-то вас осуждает, но пусть осуждает. Зато с вашей стороны вы сделали все
правильно. И принесли когда вы принесли эти волосы домой, вы их можете сжечь, и вы точно будете уверены, что никто не сможет принести вам негатив и проблемы в вашу жизнь. Поэтому обязательно обращайте внимание на этот факт. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. А прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте то, что вам будет интересно и приятно смотреть. Всем приятного просмотра, друзья, и мы услышимся с вами уже в следующем видео.